Гонконг – город контрастов, где старинные храмы соседствуют с футуристическими небоскребами, а рынок свежих фруктов находится в 2 шагах от дорогих бутиков. Гонконг удивляет, восхищает, а иногда разочаровывает. Сегодня я покажу вам этот мегаполис глазами путешественника. А чтобы узнать больше о других странах, подписывайтесь на мой канал. Все, я приехала в Гонконг. Таможенный контроль был очень легкий, очередь большая, но мы быстро прошли. Людей было где-то, наверное, 100, но очередь прошла очень быстро. Гонконг – это уникальный город, сочетающий западные и восточные традиции. Его история началась с небольшой рыбацкой деревни, но все изменилось в 1842 году, когда Великобритания получила этот стратегически важный порт по условиям Нанкинского договора после Первой опиумной войны. Позже к Гонконгу присоединились Коулун и новые территории, и с тех пор он оставался британской колонией более 150 лет, пока в 1997 году не был передан Китаю. Сегодня Гонконг – это особый административный район, живущий по принципу «одна страна, две системы». Это означает, что у него своя правовая система, экономика и даже язык. Здесь говорят на кантонском диалекте, который сильно отличается от официального путунхуа, принятого в материковом Китае. Гонконгская правовая система основана на английском общем праве, что делает его более предсказуемым для международного бизнеса. Экономически Гонконг – один из крупнейших мировых финансовых центров с нулевыми налогами на доходы от капитала и дивиденды. Это также один из самых густонаселенных городов в мире. Здесь более 7 миллионов человек. Из-за ограниченной территории большинство жителей живут в небоскребах. Несмотря на особое положение, с каждым годом влияние Пекина становится все заметнее, и многие местные жители опасаются за будущее своей уникальной культуры и свобод. Но даже с этими изменениями Гонконг остается одним из самых ярких, динамичных и неповторимых городов мира. У меня здесь все думают, что я местная. Со мной все говорят на китайском сразу. Так что я приняла эту часть себя, что да, я китаянка. Если есть место, где можно увидеть весь Гонконг во всей красе, это пик Виктории. Высота 552 метра. Днем можно разглядеть острова и залив, а ночью Гонконг превращается в сказку из огней. Добраться сюда можно на старинном фуникулере, которому уже больше 130 лет. Ну или пешком, если вы готовы к такому челленджу. Он начал работать в 1888 году и изначально был построен для удобства британских колонистов, которые селились на пике Виктории, спасаясь от тропической жары и влажности. В то время он использовался только для жителей элитных районов, а сейчас стал главной туристической достопримечательностью. Это у нас остановка на фото, видео, на очень красивый вид Гонконга. Трамвай поднимается на вершину под углом до 27 градусов, создавая иллюзию наклона небоскребов во время поездки. Это делает подъем не только удобным, но и захватывающим. Прям даже руку держать вот так тяжело, потому что она инерции, то есть на тебя гравитация падает, и сложнее, тяжелее держать ее. Да, и мышцы, потому что держишь голову вот так вот. Это, скорее всего, старые дома британцев, которые здесь жили. А еще есть альтернатива. Можно спуститься и подняться пешком. Вот такой вот вид. Мы решили спуститься вниз, снизу посмотреть, так как меньше людей. И спокойнее, и красивее. Одна из известнейших смотровых Гонконга на Виктории Пик. А стою я, оперевшись об такую вот стойку. Посмотрите, сколько людей. Пик Виктории – это место, где соединяются история, природа и современный Гонконг. Это обязательный пункт в маршруте каждого путешественника. После обеда или ужина мы просто съедаем несколько кусочков фруктов, и этого достаточно.
В Гонконге мы любим тратить много денег на фрукты. Вы можете спросить, какие фрукты вы выращиваете здесь? И я отвечу, мы выращиваем вот это. В Гонконге мы выращиваем только здания. То есть, по сути, мы ничего здесь не выращиваем. Все фрукты на самом деле поступают из разных уголков мира и прилетают сюда на самолетах. Настоящая жизнь Гонконга кипит на его рынках. Вот, например, фруктовый рынок. Здесь можно попробовать дуриан. Пахнет ужасно, но на вкус, скажем так, на любителя. Манго, драгонфрут, лонган – все свежее и ароматное. А на рыбном рынке можно увидеть, как повара буквально на месте готовят морепродукты, которые еще минуту назад плавали в аквариуме. Этот фруктовый рынок Яо Май Тэй – одно из старейших торговых мест Гонконга, существующее с 1913 года. Он работает ночью и ранним утром, снабжая город свежими фруктами из Китая, Юго-Восточной Азии и даже дальних стран. Здесь можно увидеть экзотические мангустины, дурианы, драгонфрут и редкие цитрусы, которые развозят в рестораны и магазины. Днем рынок кажется тихим, но ночью превращается в шумный и оживленный центр торговли, где грузовики разгружают ящики с фруктами, а продавцы активно договариваются о ценах. Этот рынок не просто место торговли, а часть истории Гонконга, сохранившая атмосферу традиционной китайской уличной жизни. Бангкок – один из самых оживленных и колоритных районов Гонконга. Это настоящий город в городе, где на узких улицах кипит жизнь днем и ночью. Здесь находятся известные рынки, неоновые вывески, шумные торговые улицы и уличная еда, создавая неповторимую атмосферу старого Гонконга. Бангкок славится своими рынками. Здесь есть ночной рынок на Темпл-стрит, цветочный рынок, птичий рынок, рынок леди, где продают все от одежды и гаджетов до редких сувениров. Вторая улица за параллельной – это Ladies Market. Ladies Market – самый популярный товар там – это копии высокого качества. То есть поддельные, но очень реалистичные вещи от Louis Vuitton, Gucci, Rolex. Когда мы приедем на Ladies Market, я расскажу, как их найти, если вы действительно хотите купить их. Недавно у меня был турист из Америки, приехал из Штатов. Он купил подделок на $4000 на Ladies Market. Я не понимаю зачем, но такое часто бывает. Когда заходишь на рынок, там много европейцев и американцев. Я, в самом гиковском магазине, который, то есть напоминает наш ЦУМ, но тут прям все навороченное. Ходят и все иностранцы, закупаются. Вот мой рюкзачок. В общем, что хочу сказать, что в Гонконге очень странный шопинг по технике. Здесь все покупается как-то так с прилавка. Но здесь выбора особого нету. Это чуть-чуть другое, чем я представляла, но it's okay. Этот район также считается самым густонаселенным в мире. Здесь живут более 130 тысяч человек на квадратный километр. Поэтому улицы Бангкока всегда переполнены людьми, машинами и мопедами. А на крышах зданий можно увидеть целые лабиринты кондиционеров и вывесок и балконов. Бангкок – это квинтэссенция Гонконга, где традиции смешиваются с современностью, создавая уникальную атмосферу большого азиатского мегаполиса. Джейд Маркет или рынок нефрита – один из самых колоритных мест в Гонконге. Здесь продают нефритовые украшения, статуэтки и амулеты. Ведь в китайской культуре нефрит считается символом удачи, долголетия и защиты от зла. Рынок расположен в районе Яо Май Тэй и состоит из сотен прилавков, где можно найти от дешевых сувениров до дорогих ювелирных изделий. Покупатели любят торговаться, а опытные продавцы даже могут сказать о значении разных оттенков нефрита, от светло-зеленого до темного, почти черного. Даже если вы не планируете покупки, Джейд Маркет – отличное место, чтобы почувствовать атмосферу традиционного Гонконга и узнать больше о культурных ценностях. Цены на самом деле намного дороже, но тут, конечно, все, скорее всего, не настоящее.
Гонконг– это город, где Восток встречается с Западом, и это отражается в его религиозном многообразии. Здесь мирно существуют буддизм, даосизм, конфуцианство, христианство, ислам и индуизм, и сикхизм. В первым делом я отправилась в храм Манмо. Если вы хотите увидеть традиционный Гонконг, стоит заглянуть в храм Манмо, одно из самых старых и атмосферных святилищ города. Он был построен еще в 1847 году, в период британского правления, и с тех пор остается местом поклонения и культурным символом. Внутри вас окутывает мистическая атмосфера. Над головой медленно кружатся гигантские спиральные благовонные палочки, а воздух наполнен густым ароматом сандала. Красные и золотые элементы декора символизируют силу и удачу, а старинные деревянные таблички с именами предков напоминают о древних традициях. Храм Манмо находится прямо в центре города, среди современных небоскребов на улице Голливуд-Роуд, и это делает его еще более особенным, словно портал в прошлое посреди мегаполиса. Если хотите почувствовать дух старого Гонконга и прикоснуться к местным традициям, Манмо – идеальное место для этого. Храм Тинхау – один из самых известных в Гонконге. Он посвящен богине моря Тинхау, покровительницы рыбаков и моряков. В прошлом Гонконг был рыбацкой деревней, и многие жители верили, что Тинхау защищает их от бурь и приносит удачу. Если вы хотите получить двойное подтверждение, действительно ли это правильный ответ, то для этого есть очень популярный способ, особенно на Тайване. Это то, что мы называем лунный камень. Эти камни на самом деле нужны для того, что мы называем перепроверкой или окончательным подтверждением результата. Итак, после того, как вы получили камни, вы бросаете их на пол. Когда обе половинки падают одинаковой стороной вверх, это означает «нет». И если они падают другой одинаковой стороной вверх, это также означает «нет». Только когда они падают разными сторонами, одна выпуклой, а другая плоской, это означает, что мы получили одобрение. Мы получили окончательное подтверждение. Вот так мы задаем вопрос божеству. Храм был построен в XIX веке. Изначально находился прямо у берега, но из-за роста города суша отвоевала территорию у моря. Сегодня он стоит в оживленном районе среди небоскребов, но внутри сохраняет атмосферу прошлого. Здесь можно увидеть традиционную китайскую архитектуру, старинные статуи, а в воздухе витает аромат огромных благовоний. Люди приходят сюда, чтобы помолиться за удачу и защиту, особенно перед важными событиями. Храм Тинхау – это место, где можно прикоснуться к истории Гонконга и почувствовать его духовное наследие среди современного мегаполиса. У меня аж от запаха, вот здесь все першит. Свежий воздух. Церковь Сент-Джонс – старейшее англиканское здание в Гонконге и одна из старейших церквей Восточной Азии. Она была построена в 1849 году, когда Гонконг еще был британской колонией и с тех пор остается важным духовным центром. Эта церковь уникальна тем, что расположена в самом сердце мегаполиса, среди небоскребов и деловых центров. Но несмотря на окружающий бетон и стекло, внутри царит тишина и умиротворение. Архитектура церкви выполнена в неоготическом стиле, с высокими арками, витражами и деревянными скамьями. Во время Второй мировой войны здание использовалось японскими оккупантами, как клуб для офицеров, но после войны его восстановили и вновь сделали действующей церковью. Сегодня Сент-Джонс – это не только место богослужений, но и символ исторического наследия Гонконга, напоминающий о его колониальном прошлом и культурном многообразии. Так. Приехали на набережку Avenue of Stars. Здесь разные звезды азиатские оставили свои отпечатки рук. И сейчас дойдем туда посмотреть. И надеюсь, где-то будет статуя Брюса Ли недалеко, если я не ошибаюсь. У меня моя симка, которая электронная, в Китае она здесь не работает. Но здесь, если что хорошо, есть везде доступ к Wi-Fi. И посмотрите, какая здесь красота.
такое шоу в ресторанчике. Это такое разочарование. Мы столько ждали, что будет так красиво, а тут просто... Не надо верить брошюркам всяким о том, что красиво. Нет, не красиво. Так, на любителя. И как же живется в этом удивительном городе? Поделюсь с вами несколькими фактами. Здесь самые дорогие квартиры в мире, а многие местные живут в крошечных капсулах. В городе больше небоскребов, чем в Нью-Йорке и Дубае, вместе взятых. Это технология, которая работает уже тысячелетиями. И абсолютно все высотные здания, они строятся из бамбука. То есть даже самые высокие здания, леса строятся не из металла, а именно из бамбука. Представляете, у них есть своя технология, как завязывать бамбук таким образом, чтобы держался прочным и крепким. В некоторых зданиях есть огромные дырки. Это двери для драконов, чтобы они могли свободно пролетать между горами и морем. Гонконг – один из самых дорогих городов мира для аренды жилья. Из-за нехватки земли здесь строят высотные жилые комплексы, а квартиры часто очень маленькие и дорогие. Средняя аренда небольшой квартиры начинается от $2000 до $3000 в месяц, а за более просторное жилье приходится платить еще больше. Многие местные жители вынуждены снимать ко-ливинги. Это комнаты в общих квартирах или даже квартиры-клетки, где пространства едва хватает на кровать. Из-за высокой стоимости недвижимости молодежь долго живет с родителями, а богатые люди покупают квартиры в элитных районах, например, в Пик Виктории или Mid-Level. Архитектура здесь специфичная. Наряду с такими вот старыми зданиями много современных, и они уживаются каким-то образом очень гармонично. Одна из вещей, которых унаследовали гонконгцы у британцев, это даблдекеры, автобусы двухэтажные, праворульное движение, люди, говорящие на английском, культура пабов и очень интересное смешение культуры китайской и английской современной. Несмотря на тесноту и высокие цены, жилье в Гонконге остается одним из самых востребованных в мире из-за удобного расположения и развитой инфраструктуры. Это одна из больших станций метро, называется Центральная, да? Я не скажу, что все как бы прям предельно ясно, но я бы не сказала, что можно запутаться. То есть очень понятно. И эта очередь у нас, угадайте, куда? Не в ресторан, не куда-нибудь в какое-нибудь увеселительное заведение, а это все очередь на остановку. Вот просто. И настолько организованно, что все люди стоят просто и ждут. А вы знали, что в Гонконге существуют квартиры-клетки? Так как город является одним из дорогих, и многим здесь просто негде жить. Из-за высоких цен появляются такого рода квартиры. Это крошечные пространства, отделенные металлическими решетками. В одной комнате может находиться по 10-20 таких клеток, где людям приходится спать, хранить вещи и даже готовить. Эти жилища появились еще в 50-х годах, как временный вариант для мигрантов, но со временем стали нормой для тысячи бедных жителей. Аренда клетки стоит от $200 до $500, и в них живут пожилые, рабочие и даже молодежь. ООН признала такие условия нарушением прав человека, но в Гонконге жилье остается недоступным для многих, несмотря на его статус одного из самых богатых городов. Таких квартир очень много в доме Монстр.
В Гонконге полно футуристических небоскребов, но есть одно здание, которое выделяется среди всех. Это знаменитый дом Монстр. Это гигантский жилой комплекс, плотно зажатый среди других высоток в районе Куэри-Бэй. Он настолько плотный и массивный, что кажется настоящим бетонным лабиринтом. На самом деле это не одно здание, а сразу 5 жилых блоков, построенных еще в 60-х годах. В то время Гонконг переживал строительный бум, и тысячи людей переезжали в город в поисках работы. Пространства не хватало, и тогда начали строить ультраплотные жилые дома, чтобы разместить как можно больше семей. Сегодня в доме Монстр живет более 10 тысяч человек. Здесь маленькие квартиры, узкие коридоры и практически нет солнечного света, так как здания слишком близко друг к другу. Несмотря на тесноту, это место стало культовым. Сюда приезжают фотографы и блогеры. А еще дом Монстр появился в фильмах, включая «Трансформеры. Эпоха истребления». Однако со временем популярность здания сыграла против него, туристов стало слишком много. Но даже просто увидеть этот гигантский бетонный лабиринт уже впечатляющее зрелище. Это настоящий символ густонаселенного и вертикального Гонконга. Самый спальный обычный район Гонконга. Вау-эффекта не было, потому что у нас есть дома похуже. Интересный факт. Если вы окажетесь в Гонконге в воскресенье, то заметьте удивительное явление. Тысячи женщин сидят прямо на улицах, в парках, под мостами и возле небоскребов, беседуют, едят и даже устраивают мини-ярмарки. Это филиппинские и индонезийские домработницы, которые работают в семьях Гонконга и свой единственный выходной собираются вместе. Они приносят картонные коробки, раскладывают их как ковры, устраивают пикники, танцуют, делают друг другу маникюр и просто отдыхают от тяжелой работы. Это явление – часть социальной жизни Гонконга, но в то же время оно подчеркивает разницу между богатыми и бедными слоями общества. Несмотря на трудности, филиппинки сохраняют оптимизм и дружбу, превращая улицы города в настоящий живой фестиваль каждое воскресенье. Гонконг – это город, который не оставит равнодушным. Одни места влюбляют, другие разочаровывают. Но, как и любой мегаполис, он живой, меняющийся, полный энергии. Если вы ищете место, где Восток встречается с Западом, где старина соседствует с ультрасовременностью, этот город точно стоит увидеть. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось, или поделитесь своим опытом посещения этого удивительного города Гонконг.